Это была холодная зимняя ночь, когда мир вокруг казался замерзшим, а жизнь тяжелой и невыносимой. В доме, где когда-то звучал смех, а воздух был наполнен счастьем, оставалась лишь тишина и горечь. Мать тройняшек, Марина, стояла у окна, глядя на снежные сугробы, и думала о том, как изменилась ее жизнь. Муж ушел несколько месяцев назад, без предупреждения, без объяснений. Он просто исчез, оставив ее с 3 младенцами на руках. Он всегда был сдержанным, но вдруг что-то сломалось в их отношениях, и он ушел. Теперь Марина оставалась одна, и с каждым днем становилось все труднее справляться. 3 младенца – это была не просто нагрузка, это был ежедневный, невыносимый труд. Постоянный крик, бессонные ночи, необходимость кормить, пеленать, укачивать. Она пыталась обратиться за помощью к своим родным, но все были заняты своими делами. Никто не мог понять ее боль, ее отчаяние. Она смотрела на своих детей, и сердце разрывалось от любви, но одновременно она чувствовала, как ее силы иссякают. Она больше не могла справиться. Все ее мечты о счастливой семье, о поддержке и любви обрушились, как карточный домик. Без мужа и без поддержки Марина поняла, что она не справится. Она не знала, что делать. И в этот вечер, когда мороз казался особенно жестоким, она приняла страшное решение. Она не могла больше быть матерью для этих детей, она не могла больше бороться. В ее голове мелькали мысли о том, что, возможно, в детском доме их накормят, согреют и позаботятся о них лучше, чем она смогла бы. Мать забрала их на руки, завернула в теплые одеяла и, с трудом сдерживая слезы, вышла на улицу. Тройняшки не понимали, что происходит. Они были маленькими, беззащитными и не знали, что эта ночь изменит их жизнь навсегда. Марина подошла к дверям детского дома. Она поставила детей на землю, прижала их к себе, поцеловала каждого в лоб и, не сказав ни слова, исчезла в ночи. Детский дом встретил малышей как своих, принял их в свои стены. Ушедшая мать оставила их в мире, где их не ждали, но где им предстояло начать новую жизнь. В ту ночь никто не знал, что эта трагическая история была еще не завершена. Прошло 15 лет. Тройняшки выросли. Их жизнь была непростой, но они нашли свою дорогу. Когда они стали подростками, в поисках ответов на вопросы о своей настоящей матери, они начали искать информацию. Им было важно узнать, что случилось, кто они на самом деле и почему мама оставила их. В поисках они наткнулись на старые документы, которые вела Марина. В этих записях была вся ее боль, вся ее потерянность. Она писала о том, как ушел муж, как ей было трудно, как ее душа разрывалась между любовью к детям и отчаянием от того, что она не могла справиться с нагрузкой. «Я не могла больше», — писала она, — «не смогла дать им то, что они заслуживали. И я не могла больше оставаться их матерью. Я любила их, но я была слишком слабой». Эти слова были простыми, но они открыли правду. Марина не бросила своих детей из-за злобы или жестокости. Она приняла решение, с которым не могла жить, но не имела силы повернуть назад. Тройняшки узнали, что мать не сбежала от них, а ушла от жизни, которая оказалась для нее невыносимой. Она пыталась найти выход, который был слишком сложным для нее, и оставила их, веря, что в детском доме их жизнь будет лучше. Она не смогла бы это сказать им тогда, но теперь они знали. Это не была простая история об оставленных детях. Это была история о человеке, который не справился с болью, с потерей и с жизнью, которая оказалась слишком тяжелой. Они не искали ее, не пытались найти ее, потому что понимали, что ее решение было порой жестоким, но также трагичным. И хотя они всегда мечтали узнать, что случилось с матерью, они понимали, что настоящая любовь и забота были в тех, кто воспитал их, а не в тех, кто оставил их на морозе в ночь, которую они никогда не забудут. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.